Не пугайтесь. Это кадры не из Вашингтона. Это огромная колонна, направляющаяся в США через Гватемалу из Гондураса. Впрочем, да, пугайтесь. По данным Центра иммиграционных исследований, новый караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, в пятницу и надеется достичь США к 20 января. В субботу гондурасские мигранты были остановлены на границе с Гватемалой. Мигранты нарушили пограничную охрану и чуть не затоптали друг друга, когда проезжали через блокпост. Мексика готовится к новому каравану мигрантов, усиливая безопасность на своей границе с Гватемалой. Впрочем, в Вашингтоне тоже все интересно. За несколько дней до инаугурации Байдена столица Америки была превращена в оккупированную военную зону, такую как, например, Багдад. Вооруженные войска, которым разрешено применять смертоносную силу, занимают контрольно-пропускные пункты для входа и выхода из центра Вашингтона, округ Колумбия. Несколько мостов, ведущих в город из соседней Вирджинии, планируется закрыть на следующей неделе перед инаугурацией. Люди не верят своим глазам, не могут осознать серьезность происходящего, потому что все случилось неожиданно. Небольшой отчет о контрольно-пропускных пунктах для выезда из Вашингтона. Друг только что позвонил мне из своей машины в округе Колумбия, он вывозил свою жену в ее офис на северо-западе. Чтобы попасть в город, им пришлось пройти через вооруженный блокпост. Выехав из города, ему пришлось остановиться на другом вооруженном блокпосту. От него потребовали предъявить удостоверение личности. 2 моста из Вирджинии в округ Колумбия не собираются закрывать. Ключевой мост из Рослина в Джорджтаун и цепной мост из Маклина в Канал-Роуд. Секретная служба опубликовала подробный список улиц, заблокированных военными блокпостами и разделенных на зеленую и красную зоны. Зеленая зона – зона ограниченного доступа для транспортных средств. Движение транспортных средств, ограниченное для жителей или предприятий в пределах запрещенной зоны. Персонал Национальной гвардии помогает проверять движение, ведущее в зеленую зону. Красная зона – перекрытие улиц. Движение автомобилей разрешено только транспортным средством с соответствующими табличками. Существуют дополнительные проверки и для тех, кто летит в округ Колумбия. Дополнительная безопасность для рейсов, прибывающих в округ Колумбия, я сел на рейс из Лос-Анджелеса. У выхода на посадку агент проверил все идентификаторы пассажиров по посадочным талонам. Офицер внутренней безопасности с собакой стоял у двери и сказал: «Да, это для инаугурации». В Вашингтоне активно идет установка камер наблюдения CCTV на каждом столбе. Инаугурация все свободнее и демократичнее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермил. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.